Когда обычные роды превратились в медицинский кошмар, врачи оказались в безвыходной ситуации. Но когда шок сменился гневом, они немедленно вызвали полицию. В отделении для родов с высокой степенью риска больницы общего профиля Мерси царила напряженная обстановка. Доктор Эмили Мартинс, ведущий акушер, осматривала палату, пока ее команда готовилась к родам, которые обещали быть совсем не рутинными. Мониторы непрерывно пищали, отслеживая неровное сердцебиение пострадавшего плода. «Давление падает», — сообщила медсестра напряженным от беспокойства голосом. Доктор Мартинс кивнула, мысленно перебирая возможные осложнения. Мать, Лора Джонсон, лежала на операционном столе. В ее широко раскрытых глазах читался страх. Что-то в этом случае беспокоило доктора Мартинс с самого начала. Противоречивые результаты анализов, необычные особенности развития плода. Теперь, когда приближался момент истины, ее инстинкты кричали, что они вступают в неизведанные воды. Кесарево сечение было произведено с отточенной точностью. Когда доктор Мартинс сделала последний разрез, все присутствующие затаили дыхание. Ребенок появился на свет, и на мгновение время, казалось, остановилось. Воздух не оглашался криками. Сердце доктора Мартинс учащенно забилось, когда она быстро осмотрела новорожденного. Его внешний вид был слегка необычным, ничего гротескного, но сочетание незначительных аномалий и багрового оттенка кожи вызвало тревогу в ее опытном сознании. Младенец с трудом дышал, его крошечная грудка поднималась и опускалась с огромным усилием. «Срочно вызовите сюда бригаду интенсивной терапии», — рявкнула доктор Мартинс, и ее внешнее спокойствие противоречило тому, что она чувствовала. Когда в палату вбежал неонатолог, доктор Мартинс встретилась взглядом со своим анестезиологом, доктором Уильямсом. Между ними возникло молчаливое взаимопонимание. Это выходило за рамки стандартных осложнений. В комнате воцарился контролируемый хаос, пока команды работали над стабилизацией состояния матери и ребенка. Доктор Мартинс отступила на шаг, ее мысли путались. Многолетний медицинский опыт подсказывал ей, что они имеют дело с чем-то беспрецедентным, потенциально опасным и почти наверняка неестественным. Что бы ни случилось с этим ребенком в утробе матери, она теперь боролась со временем, чтобы выяснить правду и спасти его жизнь. Часы пролетали в череде вмешательств. Каждый раз, когда казалось, что у них есть прогресс, показатели жизнедеятельности ребенка необъяснимо ухудшались. Казалось, что организм младенца сопротивляется всем их усилиям. Доктор Рамирес, главный генетик, ворвался в комнату с планшетом в руке. «Я никогда не видел ничего подобного», — сказал он, показывая доктору Мартинс результаты срочного генетического анализа. «Эти маркеры неестественны. Некоторые из них даже не имеют смысла». По спине доктора Мартинс пробежал холодок. Ее худшие подозрения подтверждались с каждой минутой. С наступлением рассвета наступила суровая реальность. Несмотря на все их усилия, состояние ребенка оставалось критическим и ни на что не реагировало. Они использовали все стандартные методы лечения, имеющиеся в их медицинском арсенале, но ребенок находился в опасном состоянии между жизнью и смертью. Доктор Мартинс вышла из отделения интенсивной терапии, ее одежда была влажной от пота, мысли лихорадочно метались. Она знала, что ей нужно делать дальше, и время было на исходе. Она нашла Лору Джонсон в отдельной палате, которая приходила в себя после кесарево сечения. Глаза молодой матери были покрасневшими, а лицо бледным от беспокойства и усталости. «Шанс есть, но нам нужна твоя помощь, Лора. В твоей беременности были аномалии, с которыми мы никогда раньше не сталкивались. Чтобы спасти твоего ребенка, нам нужно понять, что произошло». Надежда на лице Лоры сменилась явным ужасом. Доктор Мартинс сразу же узнала это выражение лица человека, скрывающего темную, потенциально опасную тайну. «Все, что вы нам расскажете,
останется в тайне», — заверила ее доктор Мартинс, наклоняясь к ней. «Но нам нужна правда, и нужна она нам сейчас. От этого зависит жизнь вашего ребенка». Глаза Лоры забегали по комнате, словно в поисках выхода. Не найдя его, она сделала глубокий, прерывистый вдох. «Я кое-что сделала», — прошептала она дрожащим голосом. «Я думала, что это все исправит, но все пошло наперекосяк». Сердце доктора Мартинс бешено колотилось. Она собиралась услышать признание, которое могло бы потрясти медицинский мир до глубины души и, что более важно, могло бы стать ключом к спасению жизни ребенка. Со слезами, струящимися по лицу, Лора кивнула и начала свою исповедь. В ее словах чувствовалась тяжесть решения, которое она приняла не по своей воле. «Все началось 6 месяцев назад», — прошептала она. Ее взгляд был рассеянным, погруженным в воспоминания. «Моя лучшая подруга Эмили устраивала одну из своих знаменитых домашних вечеринок. Мне не следовало идти. И я была в плохом настроении, чувствуя себя одинокой и никчемной после нашего разрыва». Доктор Мартинс внимательно слушала, понимая важность каждой детали. Вино лилось рекой, и я потеряла счет тому, сколько бокалов выпила. Лора продолжила срывающимся голосом. «Муж Эмили, Джейсон, был там, и он тоже выпил. Мы начали разговаривать, смеяться. Было приятно снова почувствовать себя желанной». Она замолчала, прерывисто вздохнув. Одно тянуло за собой другое, и, боже, мне так стыдно. В итоге мы оказались в комнате для гостей. Все закончилось быстро, и мы оба поняли, что совершили ужасную ошибку. Доктор Мартинс сочувственно кивнула, призывая Лору продолжать. Несколько недель спустя у меня начались месячные. Когда тест показал положительный результат, я почувствовала, что мой мир рушится. Чувство вины было невыносимым. Эмили для меня как сестра, а я предала ее самым ужасным образом из всех возможных. Лора говорила, вцепившись руками в больничную простыню. Шутка. Но дело было не только в чувстве вины. Я боялась, что ребенок будет похож на Джейсона. У него были такие характерные черты лица, эти пронзительные голубые глаза, волевой подбородок. Мне была невыносима мысль о том, что каждый день я буду смотреть на своего ребенка и видеть доказательства моего предательства. Ее голос понизился до шепота. И тут я вспомнила лекцию, которую читала в колледже. Даже тогда она вызывала споры. Доктор Джоселин Тейлор, блестящий генетик, рассказывала о потенциале редактирования эмбрионических генов. Она сказала, что мы находимся на пороге возможности изменять физические черты, лечить генетические заболевания до рождения. Глаза доктора Мартинс расширились, когда она поняла, к чему это приведет. «Я знаю, это звучит безумно», — сказала Лора, теперь ее речь звучала быстрее. «Но я была одержима этой идеей. Если бы я только могла изменить несколько генов, возможно, стереть все следы Джейсона у ребенка, я могла бы сохранить свою тайну. Может быть, я смогу смотреть на своего ребенка, не вспоминая о своей ужасной ошибке». Она горько рассмеялась. «Конечно, я знала, что это незаконно, но я была в отчаянии. Я провела недели, исследуя темную сеть, используя VPN, следуя указаниям, которые ни к чему не привели. Я уже была готова сдаться, когда, наконец, связалась с кем-то, кто мог бы помочь». Голос Лоры понизился до шепота. Я была настолько ослеплена страхом и виной, что согласилась. Я позволила ему провести процедуру, молясь, чтобы это решило все мои проблемы. Но что теперь? Она посмотрела в сторону отделения интенсивной терапии, и ее глаза снова наполнились слезами. Теперь я понимаю, что, возможно, обрекла своего ребенка на гибель из-за собственного эгоизма. Доктор Мартинс наклонилась вперед. Ее разум был потрясен признанием Лоры. «Лора», — сказала она мягко, но настойчиво, «мне нужно, чтобы ты рассказала мне все, что помнишь об этой процедуре. Что именно доктор Рот собирался делать?
Упоминал ли он какие-либо конкретные гены или методы? Лора дрожала, когда она продолжала свою исповедь, и в каждом слове слышалась смесь страха, сожаления и отчаянной надежды на то, что ее честность может спасти ее ребенка. «Первая процедура была проведена, когда я была всего на 6-й неделе беременности», начала она, глядя куда-то вдаль. Доктор Рот использовал метод, который он назвал CRISPR-Cas13 Enhanced. Он сказал, что это более точный метод, чем традиционные методы, позволяющие воздействовать на определенные гены, ответственные за физические особенности. Руки Лоры дрожали, когда он говорил. Сама процедура прошла на удивление быстро. Тонкая игла, секундное ощущение дискомфорта, и все было готово. Доктор Рот заверил меня, что все прошло идеально. Ее голос дрогнул. В течение нескольких недель я действительно чувствовала облегчение. Я думала, что все уладило. Доктор Мартинс наклонилась ко мне, чувствуя, что они приближаются к сути проблемы. «Когда вы впервые заметили, что что-то не так?» Лора закрыла глаза, вспоминая тот момент, когда ее мир начал рушиться. «Это было во время моего 12-недельного обследования. Я никогда не забуду выражение лица акушера. Она продолжала хмуриться на УЗИ, вызывая коллег. Они использовали такие слова, как «аномальный» и «беспрецедентный». По лицу Лоры текли слезы. Ребенок развивался неправильно. Позвоночник изгибался невероятным образом. У доктора Мартинс перехватило дыхание. Нынешнее состояние ребенка внезапно приобрело пугающий смысл. «У меня была истерика», — продолжила Лора. «Я сразу же отправилась к доктору Роту. Каждый раз доктор Рот пыталась разобраться с растущим списком аномалий, что приводило только к новым осложнениям. Это была опасная генетическая игра, в которой ее будущий ребенок был невольным участником. Последний триместр был настоящим адом», — прошептала Лора. «Движения ребенка были ненормальными. Иногда мне казалось, что внутри меня двигается слишком много конечностей. Иногда я не могла пошевелиться в течение нескольких дней». Доктор Мартинс изо всех сил старалась сохранять профессиональное самообладание, когда Лора описывала свое ухудшающееся психическое состояние. Меня мучили яркие кошмары, в которых я видела, как рождаются существа, которые были более чуждыми, чем люди. Я стала параноиком, убежденная, что моим телом овладевает нечто, чего я не могу понять. «За неделю до родов у меня был последний сеанс с доктором Ротом», сказала Лора едва слышным голосом. Он был другим, маниакальным. Он продолжал говорить о следующем этапе эволюции человека и о том, как мой ребенок изменит все. Она посмотрела на доктора Мартинс широко раскрытыми от страха глазами. Тело Лоры сотрясалось от рыданий. «Что я наделала? Какого монстра я привела в этот мир?» Доктор Мартинс глубоко вздохнула. Ее мысли путались от того, что она могла понять из рассказа Лоры. Странные генетические маркеры, невосприимчивость ребенка к лечению – все это указывало на изменения, гораздо более глубокие, чем просто косметические. Пока она обдумывала ужасающее признание Лоры, в голове у нее все перемешалось. На нее давила тяжесть ситуации, сложный клубок неотложных медицинских проблем, этических дилемм и юридических обязательств. Она глубоко вздохнула, собираясь с духом перед предстоящим трудным разговором. «Лора», — начала доктор Мартинс мягким, но твердым голосом, «мне нужно, чтобы ты осознала всю серьезность того, что ты сделала». Она сделала паузу, тщательно подбирая слова. «Проводя эту незаконную генетическую модификацию, вы не только нарушили закон, но и подвергли жизнь своего ребенка серьезной опасности». Лицо Лоры сморщилось. По щекам потекли новые слезы. «Я никогда не хотела». Доктор Мартинс подняла руку, на ее лице отразились сочувствие и профессиональная решимость. «Я знаю, что вы напуганы и в отчаянии,
Но как медицинский работник я обязана сообщить об этом властям». Краска отхлынула от лица Лоры. «Пожалуйста», – прошептала она. «Я просто пыталась защитить своего ребенка». «Я понимаю, что таково было ваше намерение», – ответила доктор Мартинс, слегка смягчив тон. «Но закон существует именно для того, чтобы предотвращать подобные ситуации. Последствия нерегулируемых генетических экспериментов таковы». Внезапно дверь распахнулась. Вбежала медсестра Анна. Ее халат был растрепан, а глаза широко раскрыты от нетерпения. «Доктор Мартинс», — выдохнула она, — «ребенку плохо. Вы нужны нам в отделении интенсивной терапии. Немедленно». Сердце доктору Мартинс подскочило к горлу, она вскочила на ноги и уже направилась к двери. «Я уже иду», — бросила она через плечо. Лоре она быстро сказала: «Оставайся здесь. Мы продолжим этот разговор позже». Следующие несколько минут прошли в суматохе лихорадочной деятельности. Доктор Мартинс мчалась по коридору, ее разум переключился в критический режим. Когда она ворвалась в отделение интенсивной терапии, до ее ушей донеслась какофония сигналов тревоги. «Что случилось?» – спросила она, бросаясь к инкубатору. Доктор Рамирес, которая уже была там, мрачно ответила: «Полиорганная недостаточность. Генетические нарушения развиваются быстрее, чем мы можем им противостоять». Руки доктору Мартинс забегали над оборудованием, ее взгляд метался между мониторами. «Увеличьте поток ЭКМО, надавите на эпителий. Давайте попробуем целенаправленную генную терапию, чтобы стабилизировать ситуацию». Но как только эти слова слетели с ее губ, она поняла, что это бесполезно. Показатели жизнедеятельности ребенка падали с угрожающей скоростью. Крошечное тельце, уже измененное незаконными процедурами, просто сдавалось. В течение 20 мучительных минут бригада медиков отчаянно боролась за спасение жизни младенца. Но, в конце концов, наука и мастерство оказались бессильны перед фундаментальной нестабильностью, вызванной безрассудными экспериментами доктора Рота. В 10:47 утра доктор Мартинс позвонила. «Все. Время смерти. 10:47. Тихо произнесла она, ее голос был едва слышен из-за внезапной тишины отключенной сигнализации. В отделении интенсивной терапии воцарилась тишина. В воздухе повисло ощутимое чувство поражения. Доктор Мартинс на мгновение закрыла глаза, позволив себе на секунду опечалиться, прежде чем ее профессиональная маска вернулась на место. «Мне нужно сообщить матери», — сказала она, поворачиваясь к своим коллегам. «И есть еще кое-что, что вам всем нужно знать». В комнате отдыха доктор Мартинс передала признание Лоры ошеломленной медицинской бригаде. Выражения шока, недоверия и гнева промелькнули на их лицах, когда они осознали смысл услышанного. Доктор Рамирес покачал головой, его голос был напряжен от сдерживаемых эмоций. «Все это время мы боролись с чем-то, чего, возможно, не могли понять. Если бы мы знали. Возможно, мы могли бы спасти ребенка», — закончила доктор Лю, и ее обычно спокойное поведение сменилось разочарованием и печалью. Доктор Мартинс торжественно кивнула. «Я знаю, что мы все сейчас испытываем самые разные эмоции. То, что сделала Лора, несомненно, было эгоистично и опасно. Но помните, что она также была напугана и введена в заблуждение». «Сбитая с толку?» Доктор Уильямс усмехнулась, в ее глазах вспыхнул гнев. Своим безрассудством она убила собственного ребенка. В комнате повисла напряженная тишина. Доктор Мартинс по очереди посмотрела на каждого из своих коллег, видя противоречия в их глазах, борьбу между их клятвой помогать и их очень человеческой реакцией на эту трагедию. Наконец, она заговорила снова, и в ее голосе чувствовался груз ответственности. «Как медицинские работники, мы обязаны сообщить об этом. Последствия
для генетических исследований, медицинской этики и законодательства огромны. Доктор Уильямс потянулась к телефону на стене, возмущенная эгоизмом и безрассудством Лоры. «Я сейчас позвоню властям. Доктор Рамирес, не могли бы вы, пожалуйста, проинформировать администрацию больницы? Остальные, пожалуйста, подготовьте подробные отчеты обо всем, что мы наблюдали, и обо всех методах лечения, которые мы применяли. Этот случай, вероятно, будет изучаться еще долгие годы», — добавила она. Наблюдая, как доктор Уильямс вызывает полицию, доктор Мартинс не могла не думать о Лоре, отчаявшейся матери, чьи тщетные попытки защитить своего ребенка привели к такому печальному исходу. Она знала, что предстоящий разговор будет одним из самых сложных в ее карьере, но это был необходимый шаг к тому, чтобы во всей полноте разобраться в этой трагической и беспрецедентной ситуации. Подойдя к палате Лоры, доктор Мартинс собралась с духом. Тяжесть новостей, которые она несла, казалась ей почти невыносимой. Она остановилась у двери, глубоко вздохнула и вошла. Глаза Лоры, покрасневшие и встревоженные, сразу же остановились на лице доктора Мартинс. В этот момент, прежде чем она произнесла хоть слово, она поняла. Из ее горла вырвался пронзительный вопль, звук чистой боли, который, казалось, исходил из самых глубин ее души. «Нет!» Лора задыхалась от рыданий. «Нет! Пожалуйста, нет!» Доктор Мартинс быстро подошла к ее кровати. Ее профессиональное поведение пошатнулось перед лицом такого глубокого горя. «Мне так жаль, Лора», — тихо сказала она. Ее голос был полон эмоций. «Мы сделали все, что могли, но генетические изменения были слишком серьезными. Ваш ребенок не выжил». Тело Лоры сотрясалось от рыданий. Она сжимала руками свой теперь уже пустой живот. «Моя малышка», — причитала она, — «моя бедная, милая малышка, что я наделала?» Доктор Мартинс успокаивающе положила руку ей на плечо, зная, что никакие слова не смогут облегчить эту боль. В течение нескольких минут она просто стояла там, безмолвная свидетельница ее горя. Когда рыдания Лоры начали стихать, сменившись полой, потрясенной тишиной, доктор Мартинс заговорила снова. Ее голос был мягким, но твердым. «Лора, мне нужно, чтобы ты выслушала меня. Полиция скоро будет здесь. Им нужно поговорить с тобой о том, что произошло». Лора тупо кивнула. Ее взгляд был рассеянным. «Я убила своего ребенка», — прошептала она. Через несколько минут стук в дверь возвестил о прибытии 2 полицейских. Они вошли в комнату, на их лицах читались сочувствие и решимость. «Мисс Джонсон», — начал старший офицер, — «я детектив Ромеро, а это офицер Смит. Мы понимаем, что вы прошли через ужасное испытание, но нам нужно задать вам несколько вопросов о незаконных генетических процедурах, которым вы подверглись». Лора снова кивнула, ее голос был едва слышен. «Я расскажу вам все». Когда Лора начала рассказывать свою историю еще раз, доктор Мартинс извинилась и вышла из комнаты. На сердце у нее было тяжело от осознания того, что эта трагедия будет иметь далеко идущие последствия не только для одной скорбящей матери. Через неделю после смерти ребенка Лору выписали из больницы. 2 месяца спустя она предстала перед судьей, признав себя виновной по обвинению в угрозе жизни ребенка и незаконных генетических манипуляциях. Зал суда был переполнен, дело привлекло внимание всей страны. Пока судья назначал дату вынесения приговора, Лора молча стояла, став тенью себя прежней. Специалисты по этике и ученые спорили на ток-шоу о последствиях этого дела для будущего генетических исследований и регулирования. А в маленькой частной лаборатории на окраине города доктор Рот с растущим беспокойством следил за новостями. Он начал систематически уничтожать результаты своих исследований, зная, что это всего лишь вопрос времени, когда власти постучатся в его дверь. Отчаянный выбор Лоры привел к невообразимым последствиям, навсегда изменив представление
о медицинской этике и генетических исследованиях. Размышляя о последствиях ее действий, мы задаемся вопросом: как далеко вы готовы зайти, чтобы защитить своего ребенка? Где мы проводим грань между прогрессом и моралью? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.